Приветствую, друзья! Кроме недорогих решений от КЗ и ее дочерней компании CCA, свои новые беспроводные модули выпустили и старейший из их производителей ТРН. Напомню, что именно они придумали, реализовали и внедрили в массы столь замечательную идею по превращению стандартных проводных наушников в ТВС. В обновленной версии нам установили самый свежий на сегодня Bluetooth чип QCC3040, отдельно реализованную усилительную часть на MAX 97220A и батарею на 80 мАч, способную обеспечить до 6,5 часов работы на одном заряде. Сегодня, как вы уже, наверное, догадались, говорим о уже немного нашумевших заушинах ТРН BT30. Собственно, поехали. Пришел девайс в просто, но со вкусом оформленной картонной коробке с изображением модулей в кейсе и адресом производства с обратной стороны. Также именно тут отмечается, на каких конкретно коннекторах ваша версия. У меня эта вилочка 0,78 мм. Сами коннекторы здесь сменные, так что если вдруг что, всегда можно дозаказать необходимые отдельно. В комплект нам положили, конечно же, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон и вот такой вот короткий Type-C кабель. Наушники, как и у всех подобных устройств, нужно приобретать отдельно. Кейс здесь приятен на ощупь, с дополнительным таким кармашком внутри, однако место под наушники в нем прям на пределе. Наушники он, конечно, вмещает, однако кармашек при этом должен оставаться пустым, иначе он просто не закроется. Из функциональных элементов здесь только зарядный Type-C порт и маленький светодиодный индикатор внутри. Сами же модули, как я уже упоминал, тут разборные с отстегивающейся дужкой. Блоки по размерам средние, на них нам вынесли две клеммы питания, светодиод, отверстие для микрофона и металлическую многофункциональную кнопку. Одно нажатие, которое ставит музыку на паузу, два переключает треки вперед-назад, а зажатие вызывает голосовой ассистент. Игровой режим тут, к сожалению, не предусмотрен, оттого задержка составляет стандартный для этого железа 88 миллисекунд. Это немного, но тот же CCA BTX выдавал параметры в 2 раза ниже. Функция же Hi-Fi здесь применена по умолчанию, поскольку усилительная часть реализована на отдельных чипах MAX 97220A. По поводу звука все реализовано по самым высоким стандартам. Единственное, что-то уж совсем тугое, например, планарное, заушины могут и не потянуть по мощности. Ну а с качеством встроенного микрофона вы, естественно, можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывочек из записи. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи микрофонов беспроводных Bluetooth модулей ТРН BT30. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. По эргономике же все будет очень сильно зависеть непосредственно от подключаемых к модулям наушников. С одними модель сядет как летая, а с другими придется подгонять форму при помощи фена. В паузах здесь я слышу абсолютную тишину, водозащиты тут никакой не заявлено, связь они держат прекрасно, по громкости запас имеется, хоть и не такой внушительный, как был, например, у CCA. Из кодеков же нам доступны стандартные, конечно, SBC и ASIM и желанные многими aptX. Из-за чего по детализации все очень даже достойно. В прямом сравнении с более дешевыми CCA BTX особо значимых отличий я, друзья, признаться, не уловил. Единственное, BTR30 мне показались капельку темнее, но не настолько, чтобы об этом можно было разговаривать. Суммарно очень серьезный, как для таких малышей, получился звук. С хорошей массой на всем частотном диапазоне, глубиной, объемом и легким уклоном в нейтральность. То есть звучит все просто сверхъестественно и на удивление круто. Думаю, причиной тому в первую очередь стал новый чип QCC3040, а во вторую усилительная часть на MAX 97220A. Железо новое, современное, логично, что и прирост звучания будет здесь существенный. С точки зрения сравнения, это уровень плееров около $300. Бюджетные же решения данные модули обходят мгновенно и бесповоротно, тут даже сравнивать особо нечего. Да и если говорить о полноценных ТВС, то при использовании с более-менее серьезными наушниками мы сразу же выбиваемся в топы за много сотен долларов. Следовательно, в любом случае оказываемся в очень выигрышной позиции. Да, кейс по габаритам далеко не скромный, но все решает именно звук. Настолько круто вообще мало что играет в ТВС.
Итогом обновленные беспроводные модули Terrain BT30 – это то, чего давно уже ждали владельцы старых версий устройства. Самое актуальное железо, улучшенная усилительная часть, внушительное время автономной работы, наличие PTX кодека и, естественно, заметно подросшее в уровне звучания. Признаться, у Terrain и раньше с этим все было достойно, но теперь стало уж совсем хорошо. Массивное такое в меру ровное звучание с отличной детализацией, глубиной и выразительностью. Высокие нам, конечно же, чуть-чуть притушили, но то и понятно в силу использования здесь беспроводных кодеков. Из очевидных минусов нам опять-таки зажали место под наушники внутри кейса, и максимальная громкость стала немножечко ниже. Зато коннекторы можно выбирать на любой вкус и любые наушники. Даже если ошибся, нужное легко можно докупить отдельно. Очень неплохой девайс, жалко дороговат. Впрочем, если вы хотите что-то на современном железе и с классической вилочкой или же MMCX коннекторами, то дешевле точно ничего не найдете. Оттого лично я голосую за. Вполне достойное решение, можно брать. А на этом у меня все. Это были беспроводные модули Terrain BT30. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.